В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Восточноевропейская равнина является одной из крупнейших равнин земного шара. Общая ее протяженность с севера на юг около 3000 километров, а с запада на восток – 2500 километров. Площадь свыше 4 миллионов квадратных километров. Поскольку большая ее часть расположена в пределах России, также известна как Русская равнина. Сердцем равнины можно назвать Валдайскую возвышенность, потому что здесь начинаются 3 ее главные речные артерии – Волга, Западная Двина, Днепр, расходящиеся по 3 направлениям – в Каспийское, Балтийское и Черное моря. Их истоки лежат недалеко друг от друга среди верховых болот в Оковском лесу, упоминаемом еще в древнерусских летописях. Часть этого лесного массива взята под охрану Центрально-лесным заповедником. Места дремучие. Даже и не верится, что мы находимся в самом центре европейской России. Впрочем, среди лесов разбросаны городки, поселки, деревни. Звери живут в непосредственной близости от человека. Иногда это соседство бывает для них спасительным. Молодую лосиху, убежавшую от волков, в заповедном поселке, конечно, не обидят. Но чаще встречи с людьми оборачиваются для зверей неприятностями. Этим медвежатам чуть больше месяца от роду. Еще несколько дней назад они спокойно сосали материнское молоко, лежа в берлоге. Но медведицу кто-то вспугнул, лесорубы или охотники. Она убежала, бросив детенышей. Не потому, что плохая мать, а потому, что она их тоже еще не разглядела. Они родились среди зимы, во время ее спячки, и материнский инстинкт у нее еще не проснулся. Людям детенышей стало жалко, и их привезли сюда, в Центр реабилитации медвежат-сирот «Чистый лес». Его организовал научный сотрудник Центрально-лесного заповедника, доктор биологических наук Валентин Сергеевич Пажетнов со своей семьей. Главная задача центра – вырастить медвежат не для зоопарков и цирков, а для возвращения в природу, готовыми для самостоятельной жизни. Для этого была разработана специальная методика. В апреле, когда медведицы с детенышами выходят из берлог, приемышей переносят в лесной вольер. В ходе многолетних наблюдений за медведями ученые поняли, что главное в их взрослении не опыт, который передает им мать, а врожденные инстинкты. Медвежонок может самостоятельно научиться всему, особенно если находится в коллективе себе подобных. Впрочем, процесс ученые внимательно контролируют. Осенью большинство медвежат готовы к самостоятельной жизни, и их отпускают в лес. Методика оказалась действенной. Медвежата становятся полноценными зверьми, и тяги к людям у них нет.
За годы существования центра в дикую природу было возвращено уже около 200 медведей. Восточноевропейская равнина исторически давно заселена людьми. Поэтому многие заповедники здесь занимаются не только охраной, но и восстановлением численности видов, пострадавших от соседства с человеком. Вот еще один пример. В 1000 километрах к югу от Токовского леса, в бассейне реки Воронеж, находится Усманский бор – лесной массив, со всех сторон окруженный степями. Через него протекает небольшая речка Усмань. В тихих ее заводях и ручейках можно обнаружить небольшие плотины, а на деревьях – характерные погрызы. Здесь живут бобры. К началу XX века бобр в Евразии был практически истреблен. Всего оставалось около 1000 особей. Основная их часть жила в России, на Днепре, Оби, Енисее и реке Воронеж. Их разделяли 1000 километров. Единой популяции не было. Вид просто вымирал. Для его спасения здесь, на Усмане, в 20-х годах прошлого века был основан Воронежский заповедник. Вскоре в нем появилась бобриная ферма. Грызунов стали разводить и расселять по всей стране. Удалось добиться впечатляющих успехов. Бобры давно перестали быть видом, находящимся на грани исчезновения. Их насчитывается около 400 тысяч особей, и больше половины имеют воронежские корни. Разведением тут уже не занимаются, нет необходимости. Зато по сей день на реке Усмань можно встретить бобров, чьи предки спасли вид от уничтожения. Как и положено диким зверям, они очень осторожны. Удар по воде хвостом – знак опасности для других. Больше мы их тревожить не будем. Наш путь лежит дальше. Спустившись по Волге, мы оказываемся на прикаспийской низменности, ровной поверхности, часть которой ниже уровня моря. Вся территория занята сухими степями и полупустынями. Есть гипотеза, что эти края – родина индоевропейцев. Здесь, между Каспийским и Черным морем, они жили долгое время, пока не расселились по всему миру. Получается, что бескрайние пейзажи должны быть в прапамяти многих из нас. У засушливых регионов центром притяжения становятся источники пресной воды. У одного из небольших озер мы остановились, но даже не могли ожидать того буйства жизни, которое здесь обнаружили. Несколько дней спрятавшись в засаде, оператор провел как будто в райском саду до появления в нем человека. Рано утром на озеро пришел волк. Люди во все времена нещадно уничтожали этих хищников, как будто не было злей врага.
а волки выжили, но стали очень осторожны. Наблюдать за ними в естественных условиях – большая удача. Однако, к сожалению, зверь никак не может успокоиться. Несколько раз он глядит в сторону объектива. Но все же, очевидно, тревожит его не камера, а нечто происходящее справа. Поняв, что спокойно отдохнуть сегодня не получится, волк уходит. А через некоторое время на озере появляются те, кто, видимо, его и побеспокоил. Небольшой табунок коней. Но это не домашние кони, а мустанги, потомки одичавших лошадей. 2 жеребца и 2 кобылы. Настоящие дикие звери. В их повадках уже нет ничего от домашних животных. Гордые красавцы, привыкшие полностью полагаться на самих себя. Мустанги уходят, и на сцене появляются удивительные большеглазые животные с носами, похожими на хоботки. Это сайгаки, антилопы, жившие в местных степях еще с мамонтами. Некогда они населяли всю степную Евразию, пока не появились люди. Сейчас они остались только в Калмыкии и Казахстане. За 90-е годы их численность сократилась до 50 тысяч особей, на 90%. Вид был отнесен к категории находящихся в критическом состоянии. Для спасения сайгаков в Калмыкии был создан заповедник «Черные земли». Благодаря усилиям его сотрудников удалось сохранить российскую популяцию. Но ситуация по-прежнему остается тревожной. Столь беззащитные перед людьми, сайгаки идеально подготовлены для жизни в сухих степях. Многие из самок, пришедшие сегодня к озеру, беременные. Они пришли пополнить запасы влаги перед тем, как отправиться в долгое путешествие. Детеныши они будут рожать далеко от водоемов, куда хищники из-за боязни обезвоживания заходить не рискуют. А самки не только выдерживают этот марафон, но и кормят молоком сайгачат, пока те не окрепнут. Через несколько дней они появятся у водоема уже с детенышами. Это озеро – настоящий звериный рай. Но, как ни странно, именно человек его и создал. По случайности. Газовики бурили скважины и вскрыли водоносный горизонт. Так появился этот небольшой, наполненный жизнью мир. Часть заповедной территории выходит к берегам большого естественного озера Маныч-Гудила. Оно является остатком водоема, соединившим в древности Каспийское и Черное моря. Маныч по-тюркски значит «соленая».
Озеро в 2 раза солоней Черного моря. Здесь часто дуют сильные ветра, о чем говорит вторая, славянская часть названия Гудила. Вокруг озера мало человеческих поселений. Земли используют разве что для пастбищ. Поэтому озеро привлекает множество водоплавающих птиц. Здесь можно встретить кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу России. Селятся они колониями и прилетают на одни и те же места постоянно. Поэтому их гнезда превращаются в горки из тростника, которые они каждый год надстраивают. К ним присоединились бакланы и чайки. Кудрявые пеликаны не любят соседства других птиц, но удобное тихое место найти сложно, приходится им потесниться. Численность пеликанов падает из-за недостатка мест, пригодных для жилья. Сокращаются площади озер, пестицидами отравляется вода и уменьшается количество рыбы. А паре пеликанов, чтобы вырастить птенцов, за сезон гнездования требуется около тонны рыбы. И не какой-нибудь, а крупный, вроде леща, окуня, сазана. В низовьях Волги начинается самая большая речная дельта в Европе. Ее площадь 19 тысяч квадратных километров. Это край бесконечных проток и бесчисленных островов. Тут вся жизнь связана с водой. Сейчас весна, и воды особенно много. Половодьем затоплены огромные площади низких земель. Залитые луга становятся нерестилищами для рыб. Нет, кажется, ни одной лужи и колеи, где бы крупные рыбины не метали икру. Вода тут более теплая, чем в реке, и в ней много кислорода, что хорошо для икры и мальков. Им только нужно успеть родиться и уплыть обратно, пока вода не ушла. Такой ритм жизни существует столько, сколько и сама Волга. Но сейчас она зарегулирована водохранилищами. Резкий сброс холодной паводковой воды грозит гибелью икре и молоде. Или наоборот, ранняя ее задержка сделает мальков пленниками пересыхающих водоемов. Поэтому количество рыбы в Волге сейчас напрямую зависит от человека. А рыба – главный источник жизни для многих видов, обитающих в дельте. У них сейчас тоже пора размножения и выведения потомства. В это время они наиболее уязвимы, потому что с появлением детенышей становятся менее мобильными и спрятаться им куда сложнее. Для сохранения видового разнообразия в дельте был создан Астраханский заповедник. Здесь обитает множество видов, связанных с водой. Но все же основу его фауны составляют птицы. Какие-то живут в дельте постоянно. Какие-то, как бакланы, гнездятся, а на зиму улетают на юг. Здесь они образуют самую большую популяцию в Европе. Другие птицы только останавливаются в своих перелетах, чтобы отдохнуть и подкормиться. Дельта принимает всех.
Двигаясь вниз по одной из проток, мы выплываем на открытое пространство. Это Авандельта, мелкий широкий водоем, примыкающий к дельте. Край небольших островков, где селятся водоплавающие птицы. Всего в дельте встречается 280 видов птиц. Это больше трети обитающих по всей России. Впрочем, юг – это не только красивые закаты. Буйство жизни иногда принимает катастрофические формы. Это нашествие саранчи – настоящее бедствие, которое случается в засушливые годы. Из-за дефицита белка в рационе у обычной саранчи появляется походное потомство, которое даже по виду отличается от оседлых особей более яркой боевой раскраской. На своем пути она уничтожает всю растительность. Волга – главная река восточноевропейской равнины. Ее дельта – шумный перевалочный пункт, где север сходится с югом. Но есть тут и совсем экзотический вид – тропический цветок лотос, одно из чудес дельты. Очевидно, его семена перенесли сюда из Индии птицы в своих желудках. Он прижился и образовал самые северные плантации в мире. Есть что-то удивительное в том, что Волга, начинающаяся среди валдайских болот, поросших брусникой и клюквой, заканчивается здесь, среди зарослей буддийского лотоса, символизирующего конец блужданий и духовное очищение. Восточноевропейская равнина – самая населенная из физико-географических стран России. Давление на природу здесь наибольшее. Заповедники и национальные парки являются островками дикой природы, теми здоровыми клетками, которые обеспечивают жизнь всего организма.